Здравствуйте! Сегодня я хочу вам почитать о событии, которое случилось в Братске в 92 году. Напечатали об этом событии в газете «Знамя» города Братска. Это выпуск номер 2 от 19 января 24 года и выпуск номер 3 от 26 января 24 года. Очень интересная статья с мельчайшими подробностями о событии, можно сказать, ЧП, произошедшем в аэропорту города Братска в 92 году. В интернете есть информация про это событие, но я ни разу не видела столь подробного рассказа, поэтому, думаю, будет интересно зачитать это. Давайте для начала просто посмотрим, как она выглядит, эта статья. Вот так она выглядит. Почитаем ее. Это первая часть. Фотографии. А это вторая часть. Статья очень длинная и чрезвычайно интересная. Таких расследований в журналистике города Братска я, если честно, не припомню. Крупнейший пожар в аэропорту города Братска. Как и почему он случился? Ночью 19 июня 1992 года в аэропорту Братска при заправке сгорели два самолета Ту-154. Бригадир заправщиков Геннадий Гаврилов совершил подвиг. Ценой своей жизни спас здание аэропорта, собственную репутацию и еще, вероятно, репутацию многих других людей. Более 30 лет спустя попытки расследования и переосмысления катастрофы показало, что у истории существует еще несколько контекстов, которые можно увидеть только по прошествии времени. Сноска. Внимание! Этот текст касается событий, которые случились более 30 лет назад и несет познавательную и поучительную миссию. Описанные события ничего общего с сегодняшним состоянием техники безопасности и трудовой дисциплины в аэропорту Братска не имеют. Официальное сообщение. Будет правильным сначала дать всю известную на момент начала журналистского расследования фабулу происшествия, которая кратко и, главное, в открытом доступе была опубликована на сайте airdisaster.ru. Впрочем, откуда эта информация там появилась, доподлинно неизвестно. Но на то время это было единственным известным описанием пожара, исполненное языком протокола, то есть наверняка имеющее какое-то документальное происхождение. Орфография и пунктуация сообщения сохранены. 18 июня 1992 года ночью в 22:36 по московскому времени, 19 июня по местному времени, при температуре наружного воздуха плюс 10 градусов в ПМУ в аэропорту Братск произошло чрезвычайное происшествие с самолетами Ту-154 номер 85282 Екатеринбургского аэропорта и Ту-154 номер 85234 Самарского аэропорта. На перроне у аэровокзала производилась заправка топливом самолета Ту-154 номер 85282, выполнявшего рейс 2889 по маршруту Екатеринбург-Братск-Владивосток. Заправка осуществлялась по схеме из ТЗ в ТЗ. Сноска. Топливный заправщик ТЗ. На борту находилось 10 пассажиров, из них 5 детей, которые с разрешения экипажа оставались в салоне самолета на время стоянки. В процессе заправки самолета по указанной схеме вскоре после подсоединения второго ТЗ возник пожар в заднем отсеке основного заправщика. Пожар произошел из-за отсоединения наконечника ННЗ-5М от приемника основного ТЗ и попадания топлива под давлением на выхлопной коллектор работающего двигателя насосного агрегата, защищенные панели которого были сняты.
защитные панели которого были сняты. Отсоединению наконечника предшествовали действия с ним оператора ГСМ, который был в нетрезвом состоянии. Специалисты, производившие заправку, не смогли выключить двигатели и прекратить подачу топлива, а также отогнать ТЗ-22-25-8, сноска топливозаправщик на базе автомобиля КРАС, от самолетов. Очаг пламени стремительно разрастался из-за подачи топлива под давлением из расстыкованного шланга ТЗ. В результате произошло возгорание двух рядом стоявших самолетов Ту-154 номер 85-282 и 85-234. Действиями аварийно-спасательных команд и пожарных расчетов спасти ВС не удалось. Подъехавший к месту пожара бригадир водителей отогнал из зоны огня один топливозаправщик. В процессе отгона второго горящего ТЗ произошел взрыв цистерны. Бригадир водителей получил тяжелые ожоги, от которых скончался в госпитале 21 июня 1992 года. В результате пожара самолеты номер 85-282 и 85-234 полностью уничтожены и подлежат списанию. Есть в сети интернет еще одно, в кавычках, официальное сообщение об этом происшествии, тоже из неизвестного источника, очень похожее на сообщение выше, только с фамилиями участников. Нетрезвый оператор ГСМ указан там как Бердышев, а бригадир водителей как Гаврилов. В Википедии, например, указано расстояние, на котором произошел взрыв заправщика, который уводил Геннадий Гаврилов, 70 метров. Хотя ни в одном из материалов, послуживших источником статьи, этого расстояния не указано. Откуда и из каких документов появились эти 70 метров, неизвестно. Ссылки на источники в интернете закольцованы и в сущности не ведут к каким-либо документам, подтвержденным печатями или подписями. Несмотря на то, что краткое описание происшествия кажется исчерпывающим, если его перечитать, возникает много вопросов. Насколько оператор ГСМ был пьян и какую ответственность он понес? По какой причине вдруг отсоединился наконечник шланга заправки? Почему подвиг бригадира Геннадия Гаврилова никак не был отмечен? В народе ходили слухи, что Гаврилов был не только сам пьян, но и напоил свою бригаду. Так ли это? И еще множество мелких «зачем» и «почему», которые по ходу текста станет больше и на которые хотелось бы получить ответы. Что такое заправка самолета? Пожар самолета во время заправки – нечастое событие. По некоторым данным, в мире с гражданскими самолетами с 1935 года по 2022 год было всего 27 таких происшествий, квалифицируемых именно как пожар при заправке. Это означает, что это настолько редкое событие, что это почти всегда курьез или уникальное стечение странных обстоятельств. Среди всех случаев есть, например, и такая анекдотическая нелепица о том, что как в 2000 году в Мексике заправщик отъехал от самолета Airbus А320-231, не отсоединив шланги и будучи еще в процессе перекачки топлива. Дело в том, что заправка самолета топливом – процесс крайне опасный, и его последовательность строго поделена правилами и нормативами буквально на метры и секунды. В интернете есть целый фильм по технике безопасности заправки Ту-154, в котором оговаривается даже скорость движения топливозаправщика возле самолета, а также фиксация его упорными колодками, заземление, порядок действий подсоединения наконечника и шланга к самолету. Оговаривается, кстати, и обязательное наличие дополнительных средств пожаротушения на поле рядом самолетом и присутствие бортинженера воздушного судна. Самолетов Ту-154 за всю историю мировой авиации сгорело на заправках 3 штуки, и 2 из них именно в Братске. До этого в 1981 году загорелся Ту-154Б2.
Уральского УГА. Кстати, Братский первым занялся огнем тот же уральский самолет при заправке в аэропорту Ташкента. Но подробности этого происшествия неизвестны абсолютно. И хотя бы одного случая, когда наконечник шланга отсоединился сам, найти тоже не удалось. До последнего времени единственная версия из интернета говорила о том, что пожар состоялся ввиду отсоединения от приемника основного ТЗ наконечника ННЗ-5М и попадания под давлением топлива на выхлопной коллектор двигателя насосного агрегата, у которого были сняты защитные панели. Попросту говоря, каким-то странным стечением обстоятельств отсоединился конечник ННЗ-5М, который вставляется в горловину топливного бака и проворачивается на 30 градусов. Это движение поворота хорошо знают фотографы, снимающие на зеркальные фотоаппараты. Именно таким способом крепятся байонетные объективы к телу камеры. Но заправочный наконечник крепится чуть сложнее, чем фотографический байонет. Там есть еще специальные шарики, так называемые кулачки, которые фиксируют наконечник. И байонет фотоаппарата, и крепление наконечника шланга имеют защиту от дурака. Их теоретически все же невозможно недозакрепить. Важно, что когда наконечник закреплен на все кулачки, открывается клапан на наконечнике и в приемном штуцере. Вынимается наконечник, клапаны закрываются, то есть топливо проливаться не должно. В техническом отделе АО «Промприбор» в городе Ливны Орловской области, где сейчас производят наконечники заправочных шлангов, аналогичные ННЗ-5М, и куда я позвонил, чтобы узнать, возможно ли в принципе так вставить или не вставить наконечник, чтобы он не выпал сразу, но топливо пошло. Мне объяснили, что в теории и с очень малой долей вероятности эта ситуация возможна. Но в этом случае человек, который проводит эту операцию, должен быть сильным как трактор, чтобы сломать стальные кулачки в механизме. То есть на практике это невозможно. Как шло расследование? Несколько лет назад, когда я решил написать об этом событии, почему-то казалось, что ответить на все вопросы будет просто. И ведь все случилось не 100 лет назад, мне самому тогда было 22 года. Живы и здравствуют люди, которые все помнят. Должны существовать документы, свидетельства очевидцев. В наше время инструкций, справок, проб, мазков, анализов, допусков распишитесь здесь и вот здесь 2 раза. Сложно представить, сложно не оставить каких-либо документальных следов. За этим событием должен быть целый шлейф бумаг и воспоминаний. Но нет. Расследование оказалось не только про пожар в аэропорту, а еще про то, как быстро исчезает и трансформируется информация, и вместо нее вырастает, в скобках, или не вырастает совсем, что-то самостоятельное, не всегда имеющее отношение к реальности. 2 года назад первый же визит в кабинет к ответственному лицу из силовой структуры, которая контролирует и авиаперевозки тоже. Из уважения к человеку я не напишу ни названия службы, ни должности, ни его имени и фамилии. Дал понять, что написать этот текст легко не получится. Я вошел в кабинет и коротко изложил фабулу события 19 июня 1992 года, полагая, что длинную версию хозяин кабинета расскажет мне сам. Но уже по ходу моего краткого повествования было заметно, что он стремительно раздражается моим присутствием. И, наконец, он довольно-таки гневно начал мне выговаривать. Как вам не совестно распространять фейки? Кто вы вообще такой? О чем вы говорите? Что за глупости? В этот год аэропорт был местом моей работы, и я не смог бы не то чтобы не знать об этом случае, я не мог бы его забыть. Виданное ли дело, сгорели 2 самолета. Да я не мог бы не знать об этом. Но никогда этого происшествия не было в Братске. Не мелите чушь.
Вы представляете, сколько бумаги и сколько месяцев мне бы пришлось писать. «Подождите меня обвинять», — сказал я. «Вот фотографии с места происшествия. Посмотрите». Я быстро набрал в Яндексе «Пожар в аэропорту Братска 19 июня» и показал ему фото сгоревшего самолета на фоне здания. «Это фотомонтаж», — ожидаемо парировал собеседник. «Ну, смотрите, тогда вот еще и еще фото. Вот фото бензовоза, вот фото, сделанное с вертолета. Кто и с какой целью мог бы смонтировать эти снимки? Не дай бог кому-нибудь оказаться на месте этого человека, когда, оказывается, ты еще относительно молод и здоров, а память дала сбой, такой глубокий сбой». Тут невольно поверишь в эффект Манделы. Долго рассказывать, почитайте о нем отдельно. И в случае с горевшим самолетом это был не первый раз, когда люди говорили мне, что никогда и ничего подобного в Братске не было, и я все выдумал, а фото создано нейросетью. Были, впрочем, случаи из другой реальности, когда мне рассказывали о том, что происшествие хорошо известно, и они даже художественный фильм про это видели. Он по телевизору шел буквально месяц назад или год. На все вопросы могло ответить только уголовное дело, которое не могли не возбудить. Но его поиски заняли больше, чем полгода. Отчасти из-за неопытности самого автора, отчасти из-за того, что кто-то отмахивался, а кто-то будто специально делал все от него зависящее, чтобы дело не нашлось. Автор выражает благодарность консультанту Подунского районного суда Лидии Валерьевне Бирюковой. В конечном итоге, благодаря ее профессионализму и благодаря ее отзывчивости, удалось получить копию приговора по уголовному делу номер 1, дефис 65, дробь 1995. Прояснить ситуацию полностью и переписать уже будто бы сложившийся текст, освободив его от множества пустых версий. Попутно шел поиск свидетелей. Реальность сопротивлялась. Был один ответственный работник аэропорта, который почти год кормил завтраками. То он болеет, то комиссия приехала, то просто некогда, то он не готов. Но, кажется, он знает абсолютно точно и подробно все, что случилось. Встретиться с ним так и не удалось, но понять его можно. Этот пожар до сих пор стараются не вспоминать. На страничке в Википедии у ПАО «Аэробратск» с 1972 года по 1981 год всего 3 авиакатастрофы, 2 ошибки экипажа и 1 ошибка диспетчера. Снова эффект Манделы. Не удалось найти в интернете ни одного пассажира и 2 злополучных рейсов, которые той ночью находились в аэропорту Братска. Многие паблики с наибольшим числом подписчиков в сети ВКонтакте в Самаре, Владивостоке и в других городах молча и высокомерно проигнорировали вежливую и подробную просьбу о публикации информации о поиске свидетелей. Да что там многие. Все, кроме 2 и далеко не самых известных. Были и мои ошибки. Например, теперь я знаю, что людей старше 45 лет лучше искать в сети Одноклассники, чем в ВКонтакте. Рассказывают свидетели. Сначала я хотел инкрустировать рассказами свидетелей разные главы, а потом понял, что нужно дать их отдельным блоком, чтобы читатель, погрузившись в них, сам нашел в них рациональное зерно или странности. Стоит также предуведомить читателя, что рассказы свидетелей не являются фактами в полной мере. Аноним. Бывший водитель спецтехники в аэропорту Братска. Оговорюсь сразу, смена была не моя. Я как раз должен был сменить эту бригаду. У нас же одна служба. По пьянке все это случилось, сразу скажу. Было 2 заправочные машины. Так бывает, это разрешено правилами. Если в одном топливозаправщике не хватает топлива, то перекачивают топливо с машины на машину. Ну, поехал заправщик-стажер.
Он не был допущен до такого вида работам. Он подцепил наконечник шланга, но сделал это неправильно, не зафиксировал полностью. В принципе, такое возможно. Во всяком случае, другого объяснения у меня нет. Сзади топливозаправщика стоит бензиновый двигатель от ГАЗ-51, примечание автора, который крутит насос. Эти двигатели старые, у них коллектора аж красные, горячие, и топливо попало, и начался пожар. А на перроне, ближе к зданию аэропорта, стоял еще один самолет. Перрон так устроен, что имеет уклон к зданию, и горящий керосин потек к вокзалу под второй туполь. Звездочка, сноска. Ту-154. Ну, задним числом все умные. Надо было, конечно, заправщику уезжать сразу, просто рвать шланги. К тому же на заправщике стоят сзади огнетушители. Надо было дернуть 2 стопора, включить пожаротушение. Но все, кто был на поле рядом, просто разбежались подальше. Бригадир смены Гаврилов подъехал, когда уже все пылало. Он вскочил в крас, начал его отгонять, а задняя часть горела уже. Керосин, видимо, нагрелся на задней стенке, и произошел взрыв, который прошел на кабину, и Гаврилов обгорел по пояс. Заправщика, который был без допуска, уволили быстро. Бригаду не разогнали, и даже начальника службы не поменяли. Время было такое. В 90-е годы пили страшно. Зарплату задерживали, руководство закрывало глаза на это дело. Люди особо за работу не держались. На тот момент у братского авиапредприятия было 3 самолета своих, 3 Туполя. 2 своих самолета Ту-154М пришлось отдать взамен сгоревших. Вот тут все беды предприятия и начались. Говорили еще, что пожарная машина подъехала, и у нее не сработала пенообразователь. Вода подхватила керосин, и самолет еще быстрее загорелся. Но это, наверное, слухи. Я могу быть не точен, ведь сам я этого не видел. Сноска. Обратите внимание на снимок сгоревшего бензовоза. Как минимум его колесам пожарные не дали сгореть до конца. И да, еще до этого случая была практика, что на время заправки оставляли людей в самолетах с детьми или пожилых. После происшествия в Братске стали выводить всех. Людмила Кожевникова работала диспетчером по транзиту. Я в эту ночь работала. Помню, как нам крикнули: «Быстро убирайте людей по вокзалу, самолеты горят». Стали выводить людей на улицу. Дежурная, молоденькая девочка была, вспомнила, что ребенок остался в комнате матери ребенка. Схватила его, побежала с ним, упала. Я помню, но ребенку ничего не было. Весь вокзал всех и отовсюду собирали. Все выбежали на улицу и через площадь ушли в лес, где сейчас Як-40 стоит на постаменте. И там с пассажирами вместе стояли. Пламя было выше аэровокзала, и сквозь здание, через стекла тоже было видно зарево. Время было ночью, даже почти утро. Лес, комары, плач, крики. Часа полтора или больше мы стояли так. Угроза для здания была реальной. Керосин тек стеной к зданию аэровокзала. Кривицкий Владимир Васильевич был начальником отдела перевозок. Он боялся, что загорится здание. Потом помню, когда пожар закончился, выписали талоны на питание. Все пассажиры голодные были, все пошли есть в столовую, а мы поехали домой. Грузчики там еще были внутри самолета, которые багаж загружали. Они не видели, что самолет горит. Естественно, они убежали, багаж сгорел. Гаврилова жалко очень. Татьяна Кузнецова работала в ту ночь в службе безопасности досмотра. Когда мы стояли в лесу перед аэропортом, пожар был такой силы, что какие-то обломки долетали и падали на площадь перед аэровокзалом. Помню, как обгоревшего Гаврилова выносили на привокзальную площадь на носилках. Не знаю почему, но он какое-то время лежал так возле скорой, его не увозили.
На нем вся одежда обгорела, а у них в этот день зарплата была. И у него деньги в нагрудном кармане в целлофановом пакете пачкой были. Так они прямо пригорели, притаяли к телу. Да, в то время выпивали на работе, но никогда не напивались. Техники и заправщики не пили во время смены. Выпивали уже под самый конец, когда никакой работы нет. Остался час до конца смены. Мы знаем, что самолетов больше не будет. Посидели, выпили. А чтобы с начала или с середины смены напиваться, такого не было такого. Я проработала 12 лет в аэропорту. Я очень сомневаюсь в том, что Геннадий Гаврилов был пьян. Кстати, там ребята на поле растаскивали еще другие самолеты, которые стояли в некотором отдалении. Игорь Ульянов, Михаил Леонов и Александр Куйбаров. Александр Куйбаров, инженер авиационного радиоэлектронного оборудования. 30 лет прошло, сложно вспомнить. Я был в техдомике. Начало пожара не помню. Мы выскочили из домика этого. Пожарные подъехали, начали тушить. Горящий керосин начал подкатываться к самолету, который еще стоял у здания вокзала. И был еще один самолет Ту-154М. Он до этого работал за границей в Иране. Вот мы занимались тем, что перетаскивали его на безопасное расстояние. Был Гаврилов пьяным или не был пьяным, или был пьяным заправщик, не берусь сказать. Окончание в следующем номере. Кирилл Букуркин. Фото Валерия Павлова. Крупнейший пожар в аэропорту Братска. Как и почему он случился. Окончание. Начало в номере 2 от 19 января. Внимание! Этот текст касается событий, которые случились более 30 лет назад и несет историческую, познавательную и поучительную миссию. Описанные события ничего общего с сегодняшним состоянием техники безопасности и трудовой дисциплины в аэропорту Братска не имеют. Ночью 19 июня 1992 года в аэропорту Братска при заправке сгорели два самолета Ту-154. Бригадир заправщиков Геннадий Гаврилов совершил подвиг, ценой жизни спас здание аэропорта и собственную репутацию, и еще, вероятно, репутацию других людей. Более 30 лет спустя попытки расследования и переосмысления катастрофы показали, что у истории существует еще несколько контекстов, которые можно увидеть только по прошествии времени. Рассказывают свидетели. Продолжение. Валерий Павлов, фотограф, автор почти всех известных фотографий с места происшествия. За мной на дом заехал журналист Олег Августовский. Говорит, в порту самолет горит, поехали. Не знаю, как он узнал об этом. Мы с ним в наглую прямо на машине въехали на взлетное поле. У нас у обоих были красные корочки редакционные. Там на шлагбауме показали их охраннику. Он говорит, езжайте, там все уже ваши приехали. Наверное, он подумал, что мы КГБшники какие-нибудь. Когда мы приехали, только начал разгораться второй самолет. В тот момент люди, которые были на поле, говорили, что, мол, не заземлили самолет, начали заправлять, и пошла искра. Потом уже были слухи, что у пожарных машин портовских не было аккумуляторов, и какая-то часть из них вообще не могла выехать из депо. На поле были КГБшники или милиционеры. По идее, у нас должны были пленки и отснятые забрать. Я наснимал 3 катушки, был практически везде, но в живых осталось снимков 5, не больше. Тот снимок, который снят с высоты с вертолета на следующий день, не мой, хотя иногда приписывают мне. Один товарищ подошел ко мне и спросил, почему я тут снимаю. Я наплел ему что-то типа «мы от горкома». Хотя никакого горкома уже не было, но по старой памяти так говорили еще. Он мне сказал, чтобы я потом к нему подошел поговорить, но часа через 3 мы с Олегом уехали просто, и все. Олег Августовский, журналист. В те годы у нашего информационного агентства была хорошая репутация. Многие думали,
что мы единственные говорим правду. Поэтому, скорее всего, точно не помню, кто-то позвонил из аэропорта и рассказал о пожаре. У нас уже тогда был редакционный автомобиль, и мы сразу же отправились в порт из центрального района. Сам пожар уже не застали, а я даже не сразу увидел сгоревшие самолеты, поскольку роли распределили. Валера Павлов снимал, а он это плохо делать не умеет, а я разговаривал с местным начальством и свидетелями. По тем временам журналисту можно было попасть на место происшествия без проблем. Сейчас я с трудом могу представить это в подобной ситуации. Так и снимки сделали, и информацию из первых рук получили. Разговаривал я тогда и с местными КГБшниками, или кто там был тогда. Контакты не светил. Интересовался, не диверсия ли это, сказали, что нет. Кое-что добавили от себя. Часть информации, которую мне дали, использовал в тексте. Многого сейчас в деталях не помню, но по горячим следам ошиблись только в типе сгоревших самолетов в первой публикации. По другим фактам никто претензий не предъявлял ни сразу, ни позже. Из текста журналиста Олега Августовского. Накануне в Братске приземлился на дозаправку самолет, следующий рейсом номер 5308 Владивосток-Самара. Его не стали дозаправлять, поскольку были обнаружены технические неисправности. Пассажиры же требовали отправить их дальше немедленно, и с этими требованиями вышли на взлетную полосу. Сноска. Сегодня кажется небывальщиной, что люди могут в знак протеста выйти на взлетную полосу и чего-то требовать, но в 1992 году это было вполне реальным событием. Добиться чего-то можно было только так. Но выяснить, выходили ли люди на полосу на самом деле, не удалось. Олег Августовский написал об этом со слов работников правоохранительных органов. Парализованное братское авиапредприятие вынуждено было отдать свой самолет, оставив Самарский на ремонт. Вскоре на эту стоянку зарулил следующий Ту, выполнявший рейс номер 2889 из Екатеринбурга во Владивосток. При его заправке и случилось несчастье. Лариса Сетямина, метеоролог. У меня до сих пор эта картина перед глазами, хотя мне тогда 26 лет было. Ночь, уже светает, у нас окна в старом здании аэропорта на втором этаже как раз выходят на перрон. И стоит ближе к окнам самарская тушка, арестованная. Потому что Самара не смогла рассчитаться с нами за обслуживание, за замену шин, и эта история была достаточно частой. В стране настали тяжелые времена, и самолету у нас в Братске вылет не дали. Это другая версия стоянки рейса Владивосток-Самара, и она кажется более правдоподобной. Когда произошел первый хлопок, я посмотрел в окно и увидела, что люди еще спускаются по трапу, а под самолетом уже пламя. Люди спустились, и через какое-то время взрыв. Пошла огненная лава, и люди побежали. Полетами тогда руководил Алексеев. За 25 минут 2 тушек как не бывало. Очень быстро все произошло. Картина страшная. Обломки самолетов летали везде. И на Привокзальную площадь, и на Козырьке у нас они потом лежали. Оконное стекло у нас тогда от жара пламени треснуло. Я работала на метео в аппаратной, и мы должны в таких случаях все вырубить, взять с собой документы, но ничего из этого, как я помню, мы не сделали. Говорили, что да, смена заправщиков была выпившая. Наши пожарные машины что-то потушили, но не все. Пожарные приезжали из города, но было уже поздно, все сгорело и практически рассвело уже. Вы наверняка увидели некоторые временные нестыковки. Кто-то говорит, что пожар длился не более 25 минут. Фотограф Валерий Павлов вспоминает, что за ним заехал журналист Олег Августовский, и они поехали в аэропорт по старой Подунской трассе, надо полагать,
И когда приехали, второй самолет только начал гореть, а сам Олег Августовский говорит, что к моменту приезда все уже сгорело. Удивительно, но никто из свидетелей не вспоминает демарш самарских пассажиров, но автор помнит слухи о нем, которые, впрочем, могли появиться из-за статьи. Честно говоря, в какой-то момент возникло ощущение, что, несмотря на воспоминания людей, которые видели, слышали, чувствовали, что все это было каким-то коллективным сновидением. И единственное, что делает его реальным и имеющим причину, это текст, который вы читаете, и фотографии. Что такого особенного было в 1992 году? Из 2024 года сложно понять, о чем думали люди, которые выпивали на работе, да еще и в аэропорту. На самом деле, как говорит один из свидетелей, это было, разумеется, негласной, но нормой. Автор в это время уже работал в крупном региональном печатном издании. И да, мы тоже выпивали. Стыдно признаться, но иногда до такой степени, что сложно было разобрать буквы в текстах. Хотя СМИ в то время все еще держали советскую марку как по качеству, так и по глубине воздействия на людей. А еще я пытался понять, отчего человек на ответственной должности, который именно в этот год курировал аэропорт, совершенно забыл о таком происшествии. Я рассказал об этом своей коллеге, и она напомнила, что после 1992 года в стране началось такое, что из головы могло вылететь уже все, что угодно. И это близко к истине. Автор хорошо помнит приход нового 1992 года. Еще в конце декабря 1991 года за один поход в магазин, где и так с продуктами было плохо, можно было оставить месячную зарплату. А 2 января 1992 года грянула либерализация цен. 29 января президент Борис Ельцин подписал указ о свободе торговли. Запустился механизм гиперинфляции, начался разгул бандитизма, страна сорвалась с якоря, а в городах появились первые беспризорные, грязные, ничейные, как бездомные собаки, дети. Сегодня страшно вспомнить оборвышей в тамбурах магазинов, просящих подаяние. Напомню, что просто плохо одетый ребенок на улице осенью 23 года стал бы сенсацией в Братске. Но беспризорники будут встречаться еще вплоть до середины нулевых годов нового века. Но люди жили каждый своим маленьким счастьем или несчастьем, теми же ценностями и потребностями, что и сегодня. Единственное, к этому неким исчезающим серым фоном на долгие годы добавилось ощущение безысходности, требующее отрицания и желание развидеть все, что происходит вокруг. Пьянство в эти годы перестало быть пороком в принципе и стало нормой жизни. Водка продавалась везде, круглосуточно и относительно недорого. Катастрофа в аэропорту Братска в 1992 году – очень знаковый момент в истории нашей страны, если разобраться. Это символ того времени, начала 90-х, да и всего десятилетия. Закроет 90-е годы и в истории Братска тоже пожар. Вечером необычайно жаркого дня 9 июня 1999 года. При шквальном ветре 20 метров в секунду в 18:30 загорелся склад щепы на БЛПК. Огонь перекинется на другие склады. В тушении будут принимать участие 28 пожарных машин, 3 пожарных поезда и около 500 человек. Подробнее об этом можно прочитать в большом публицистическом труде коллектива авторов «Историческим стал наш портрет», который был выпущен в 2015 году к 50-летию ЛПК. Книга стала библиографической редкостью. Тираж разошелся среди ветеранов и работников ЛПК. Что же все-таки случилось? Уголовное дело номер 1-65/1995 – это 3 тома с протоколами осмотра места происшествия, фототаблицами, следственными экспериментами, заключениями, комиссией, сноска, вероятно, одно из них цитируется на сайте airdisaster.ru.
выводами экспертов и тому подобное, как не имеющие научно-исторической ценности. Я бы здесь поспорил, конечно, и утратившее практическое значение, было уничтожено согласно приказу Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации номер 56 от 19.03.2019 года. Из уголовного дела был изъят и отправлен на вечное хранение только приговор на 2 листах, изготовленный на пишущей машинке. Не будем пытаться усмотреть здесь какой-то заговор. Это обычная практика, архивы не резиновые. Но описание случившегося в приговоре поместилось. Вот оно, орфография и пунктуация сохранены, имена, отчества свидетелей в оригинале не указаны. Подсудимый Бердышев свою вину в совершении преступления признал полностью и пояснил, что примерно в 22:00 сноска в приговоре здесь и далее московское время, в Братске, соответственно, было 3 часа ночи. Он принял участие в распитии спиртных напитков на рабочем месте по поводу ухода в отпуск бригадира водителя Гаврилова, выпил больше пол-литровой бутылки разведенного спирта. А когда прибыл самолет из Свердловска, Агеев позвал его ехать для заправки самолета топливом. Он, в скобках он, это здесь и до конца цитаты сам Бердышев, примечание автора, сильно опьянел и не смог присоединить наконечник нижней заправки топлива к приемному штуцеру баков самолета. Сноска. Ту-154 заправляется снизу крыла. Сверху крыла, например, заправляют Ан-2 и Як-40. Это сделал за него Агеев, топлива с одного заправщика не хватает, вызвали второй, приехал Карташов. Агеев отогнал его от машины, затем он услышал, что Агеев крикнул «Хватит!». Он подумал, что заправка кончилась. Он подошел и отсоединил наконечник нижней заправки от приемного штуцера, и топливо стало под давлением выливаться на него. В скобках. Далее в оригинале пропущен предлог «на», примечание автора. Из него на Агеева и на двигатель насосной станции ТЗ-22 номер 158. Воспламенившись, сгорели оба самолета, а когда прибыл Гаврилов и стал отгонять заправщик Агеева, то цистерна взорвалась, и Гаврилов получил сильные ожоги и умер в больнице. Свидетель Агеев рассказал все то же самое, что и Бердышев, особенно упирая на то, что Бердышев был очень пьян. В скобках, когда прибыл самолет Ту-154 из Свердловска, Бердышев был настолько пьян, что не смог, скобка закрывается, наконечник в штуцер ставил сам Агеев, потому что Бердышев не смог. Когда выяснилось, что давления для перекачки топлива не хватает, Агеев сказал Карташову, чтобы тот увеличил обороты двигателя, а когда давление поднялось до 4 атмосфер, эта норма, он крикнул Карташову «Хватит!» и, обернувшись, увидел, что Бердышев стоит возле ТЗ-22 номер 158 и, взявшись обеими руками за штурвал наконечника нижней заправки, поворачивает его справа налево. Из шланга под давлением хлынуло топливо и окатило его, Агеева, с ног до головы. Он отбежал от сторону, огонь возник и в двигателе насосной станции, и затем распространился дальше. Свидетель Карташов дал аналогичные показания, написано в приговоре. Суд установил, что 18 июня 1992 года в 23 часа 34 минуты, будучи оператором заправки самолетов братского авиапредприятия и находясь на службе в ночную смену в нетрезвом состоянии, Сергей Бердышев в момент заправки самолета в процессе перекачки топлива из топливозаправщика ТЗ-22 номер 213 в основной топливозаправщик самовольно в нарушении технологии заправки отсоединил наконечник нижней заправки топлива от приемного штуцера основного ТЗ-22 номер 158, в результате чего топливо попало на работающий двигатель насосной станции перекачки топлива и воспламенилось. Цитата из протокола. И в этом месте становится очень жаль, что не сохранилось уголовное дело с его схемами. Внимательный читатель заметит, что сначала Бердышев, по его показаниям, не мог присоединить наконечник нижней заправки топлива к приемному штуцеру баков самолета и, внимание,
Это сделал за него Агеев. А потом оказывается, что Бердышев отсоединил наконечник от приемного штуцера топливозаправщика. Также непонятно, откуда и куда обернулся Агеев. Панель управления насосом находится на задней стенке цистерны заправщика, коль речь зашла о перекачке топлива из ТЗ в ТЗ. Агееву не надо было оборачиваться, достаточно было скосить глаза влево и чуть повернуть голову, чтобы увидеть попытку Бердышева отсоединить наконечник. На самом деле загадочного тут мало. И, как понимает автор, была реализована вполне обычная схема. Заправка самолета из ТЗ-22 номер 158 и одновременная закачка в этот ТЗ топлива из ТЗ-22 номер 213. Водитель Агеев с большей долей вероятности стоял рядом с манометром давления в лючке на крыле самолета, который открывается рядом с приемным штуцером бака. Теоретически делать он это должен был вместе с бортинженером самолета. Где был этот член экипажа самолета в это время – загадка. Но вероятно, что именно он вывел людей из самолета. Как мы уже писали, наконечник заправщика устроен так, что, будучи вне штуцера самолета или другого заправщика, клапан автоматически прекращает подачу топлива, хотя ТЗ-22 разрабатывался еще в 1964 году, катастрофа в декабре 1966 года на старте Союза 7К ОК номер 1 кровью 3 человек вписала в правила ТБ техники безопасности, что подача топлива при аварии от соединения шланга должна прекращаться. Конечно, 4 атмосферы – огромное давление, но при нем в ТЗ-22 был способен поделиться тонной топлива за минуту или даже несколько секунд оставшегося давления. В шланге могли наделать много бед, но думать, что топливо хлестало из шланга направо и налево, пока не кончилось в заправщике, неверно. В топливозаправщиках должны были находиться тонны горючего. В противном случае не имело смысла их отгонять. Если, конечно, было не иначе, и штуцер был неисправен. А было ли это так, мы уже, наверное, не узнаем. Из приговора суда следует, что Сергея Бердышева освидетельствовали в 8 часов 20 минут утра, и согласно экспертизе, он находился еще в средней степени опьянения, промилле не указано. В крови Геннадия Гаврилова был обнаружен алкоголь в 2,2 промилле. Тоже средняя степень опьянения. Смерть Гаврилова наступила от 60% от ожогов 60% тела. 30 января 1995 года Подунский суд признал Сергея Бердышева виновным в совершении преступления по статье 150 УК РФ. Эта статья еще УК РСФСР от 1960 года «Неосторожное уничтожение и повреждение имущества», при которой 3 года лишения свободы – максимальное наказание. В 1992 году еще не существовало Уголовного кодекса Российской Федерации в том виде и редакции, как сейчас, и хотя РСФСР уже не было, но в оригинале приговора статья указана именно так, статья 150 УК, и назначил меру наказания 3 года лишения свободы. Сломанных жизней было уже достаточно. В силу статья 44 УК РФ данную меру наказания суд посчитал условной с испытательным сроком на 2 года. Сергей Бердышев, все признавший и характеризующийся положительно, был освобожден из-под стражи в зале суда. Пассажирам была выплачена денежная компенсация за багаж в размере 69 235 рублей 50 копеек. Общая сумма ущерба составила 1 миллион 576 340 рублей. Может ли герой быть пьяным? Теперь понятно, почему никто не смог и не успел запустить систему пожаротушения. Думаю, ни у кого не повернется язык обвинить облитого топливом с ног до головы Агеева в том, что он не кинулся в пламя. Вряд ли Бердышев
был способен к таким действиям в силу опьянения, а Карташова, вероятно, водителя второго заправщика, не нам судить, нас там не было. Мог ли взрыв двух заправщиков привести к возгоранию здания Братского аэропорта? Вспомним, что гореть там есть чему. Внутри здания обшито деревом. Ничего не известно об удачных или неудачных попытках пожаротушения пожарной командой аэропорта. Свидетели тоже не могут однозначно ответить на этот вопрос. Но, скорее всего, вероятность возгорания здания была реальной, и Геннадий Гаврилов, когда прибежал на место пожара, ее оценил, а потому и принял решение отогнать заправщики подальше. Совершил ли Геннадий Гаврилов подвиг, отогнав заправщик от здания аэропорта? Безусловно, да. То, что он был пьян, никак не умаляет его героического поступка. Но в случившемся пожаре есть непосредственная вина Геннадия Гаврилова, которая, как козырной туз в карточной игре, пробивает подвиг. Его подчиненный Сергей Бердышев был пьян, а пьян он был потому, что выпил спиртное, которое принес сам Гаврилов, чтобы отметить начало своего отпуска. То есть, по неписанным правилам, по-человечески, Гаврилов пожертвовал собой, собственной смертью, будто взяв с собой грех всей бригады. Знакомый сюжет? Но по другим неписанным и по всем написанным кровью правилам техники безопасности он оказался одним из виновников катастрофы. Наверняка перед тем, как сесть за руль первого топливозаправщика, Гаврилов с кем-то недолго разговаривал, перекинулся буквально двумя фразами. Очень не хватает материалов уголовного дела, чтобы восстановить события. Наверное, кто-то рассказал ему свою версию случившегося. Это мог быть рассказ о действиях Бердышева, а могла быть версия с искрой и заземлением, которая на момент происшествия, по воспоминаниям журналиста Олега Августовского, была рабочей. О чем думал Геннадий Гаврилов в это время? Спросим даже напрямую, были ли в его действия пьяным безрассудством, помноженным на страх ответственности? Вспомним, что Гаврилов отогнал сначала дальний крас-заправщик с бортовым номером 213, про который мы не знаем, насколько сильно он горел. Среди разрушенной техники на фото его не видно, но в приговоре суда он внесен в список потерь. Начать сначала с простой задачи на безрассудство это действие очень не похоже. Потом он, набравшись смелости, направился к горящему заправщику, основному, с бортовым номером 158, и отогнал, сколько смог, и его тоже. Боялся ли Гаврилов ответственности? А вы бы не побоялись? Интересно, что из этого текста приговора следует, что Гаврилов отогнал только последний заправщик. Про первый известно только из материалов сайта airdisaster.ru, которые наверняка являются частью уничтоженного уголовного дела. В марте 2023 года в одном из мессенджеров мне вдруг пришло сообщение от братчан, друзей семьи Гавриловых, которые утратили с ними связь. Семья уехала из города. Они вспоминают Геннадия Гаврилова как жизнерадостного человека, готового всегда прийти на помощь. Примечательно, что все, кто знал Геннадия Гаврилова, вспоминают его с теплотой. Ни одного плохого слова о нем за все время расследования я ни от кого не услышал. Гену жалко очень. Хороший был человек, говорили все, кто знал его лично. Это уже не просто частное мнение друзей, это репутация, которая складывалась годами. Важный урок. Городская пресса обошла тогда это происшествие стороной. Областные газеты лишь слово в слово перепечатали сообщения Августовского и не более того. Поэтому катастрофа заросла глухими слухами, осталась без осмысления причин. Суд по этому делу вообще никак и нигде не освещался. По большому счету, этот текст не закончен. Автор надеется, что после публикации статьи, возможно, отзовутся люди, которые так или иначе были причастны к этому происшествию, и дополнят рассказы свидетелей. Очень интересно узнать, с какой целью Агеев взял с собой невменяемого Бердышева, чтобы что?
Сам Сергей Бердышев сменил место жительства. Во всяком случае, он не живет по месту прежней регистрации. Он должен быть не старым человеком, которому в 24 году всего лишь 57 лет. Было бы не лишним услышать его версию событий. Автору почему-то кажется, что Бердышеву рассказали о том, что он делал. Сам он вряд ли помнил свои действия. И узнать историю его жизни. Возможно, что-то в тексте с точки зрения специалистов заправки самолетов было указано неверно. Автор готов внести поправки. По скрипту. Ну и вам, аэрофобы, любители нумерологии и теории вероятностей, занимательный факт. Ровно через месяц, 20 июля 1992 года, сильно перегруженный Ту-154Б СССР 85 3 двойки АК Трансэйр Джорджия, имевший недопустимую переднюю центровку, не смог оторвать переднюю стойку шасси от полосы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием локатора и, разрушаясь, скатился во враг. На земле было разрушено несколько домов. Кирилл Бакуркин. Фото Валерия Павлова. Фото из архива друзей семьи Геннадия Гаврилова.